Посмотрим на эту микросхему. Если кто не знал, у микросхемы есть дополнительные два вывода, которые один подключен на массу, называется темп, другой подключен на плюс, CE. Я думаю, многие не знают, для чего они и как их можно дополнительно использовать. Начнем с вывода темп. Это температура. Если туда подключить терморезистор, термодатчик, так сказать, то можно измерять температуру аккумулятора, и в зависимости от его состояния будет отключаться, если сильно низкая температура, а также сильно высокая. Если этого датчика нет, то этот вывод подключается к общему проводу, что и сделано на вот этих вот платах. SE – это цифровой вывод управления контроллера заряда. Если на него подать логическую единицу, то контроллер заряда начинает работать. Если подать логический 0, он выключается. Где это можно применить? Можно добавить дополнительную схему. Как правило, она собрана на одном транзисторе, который подключен к выходу, чтобы был контроль за тем, подключена нагрузка или нет. Если нагрузки нет, контроллер переходит в режим экономии, и его ток потребления становится минимальный, около 100 микроампер. Если подключается нагрузка, автоматически этот транзистор по обратной связи подает сигнал на вывод SE логическую единицу, и запускается этот контроллер. Это не шим-контроллер, это линейный контроллер, и он начинает заряжать аккумулятор. В китайских модулях для упрощения схемы этот вывод подключен на плюс. Это, так сказать, логическая единица. И контроллер TP4056 все время работает, хотя его рабочий ток на холостом ходу не такой уж и большой. Следующие два вывода под номером 6 и 7. К ним через ограничивающие токи резисторы подключаются светодиоды, желательно различного свечения, допустим красный и зеленый или красный и синий, чтобы они показывали режимы работы контроллера. Выводы 4 и 3 используются для подключения питания. 4 – это плюсовой вход питания, 3 – это общий провод. И также один из главных выводов – подписанный прох, это вывод под номером 2. Если посмотреть на схему, к нему подключен резистор, обозначенный звездочкой. Этот резистор как бы программирует контроллер на его основной режим, на ток зарядки. Его можно поменять. Ниже представлена табличка, из которой легко понять, какой ток соответствует какому резистору. И также еще один из главных выводов под номером 5, подписанный как БАТ, батарея. Сюда подключается сам аккумулятор, который мы будем заряжать. Теперь возвращаемся опять к плате. Существуют варианты. У меня эта плата называется HW373. Существуют варианты плат, где нету защиты. Тогда в нем на входе две клеммы, как у меня, и на выходе тоже только две клеммы. Здесь на выходе 4 клеммы. 2 это сама батарея, аккумулятор подключается, и 2 это выход уже через защитную микросхему, через вот эту. Где применяются такие контроллеры? Они очень удобны для зарядки различных литиевых аккумуляторов, таких, например, как 18650 и им подобных. Также ими можно заряжать аккумуляторы от мобилок и смартфонов. Не забывайте заходить на мой телеграм-канал, где также можно самому поучаствовать, можно какие-то свои схемные решения там предлагать. Если видео понравилось, с вас лайк, также подписка. Ну а на этом всем пока.